Друзья, сегодня вместе с нами с экранов телевизоров на вас будет пристально смотреть мрачный Тевтон. Мотоцикл компании НСУ. Любители точно знают, что если НСУ, значит Кэттонкрад. Посмотрите по ссылке, каких монстров они делали для войны. Но и этот скакун ничем не хуже знаменитого собрата. НСУ-600 производился в городе Некарлс-Ульм. Это юго-запад современной Германии, знаменитая территория Швабия, где тогда ковалась мрачная мощью вермахта. И, в общем-то, этот мотоцикл в сером мышином цвете, по крайней мере, что до меня, является символом нацизма. Он какой-то тевтонски зловещий. Примечательный мотоцикл, скажу я вам, со всех точек зрения. Но, во-первых, если вы посмотрите на его одноцилиндровый 600-кубовый верхнеклапанный двигатель, то сразу признаете в нем породистые английские черты. И это действительно так, ведь его проектировал инженер знаменитой компании Нортон. Мрачная эстетика этого тевтонца нашла отражение в силовом агрегате. Посмотрите. Чисто английские корни. Более того, чисто гоночные корни. Привод клапанов-то валом. Ну где вы такой видели еще на военных мотоциклах? Сравните этот военный мотоцикл с основными армейскими мотоциклами вермахта BMW R12, BMW R75 и Цундап. Кардинальное отличие. Коробка раздельна, двигатель одноцилиндровый. Компания НСУ несколько тысяч этих мотоциклов поставила в вермахт. И они, в общем-то, достаточно эффективно воевали, в том числе, к сожалению, и против нас на Восточном фронте. Что, едем? Чем же он еще так характерен, этот мотоцикл? Друзья, не побоюсь этого слова сказать, глупостью немецких инженеров с военной точки зрения. Это один из тяжелых армейских мотоциклов вермахта, который, естественно, при такой своей чудовищной тяге, представляете, 600 кубиков, да на верхних клапанах, мог, естественно, таскать еще и боковой прицеп, коляску. Но, чем больше типов армейских мотоциклов, тем сложнее обеспечить логистические цепи снабжения этих мотоциклов. Поэтому немцы отчасти и проиграли войну.
600 кубических сантиметров обеспечивали этому мотоциклу скорость легко до 110 км в час. Конечно же, с компрессией 600-ки верхнеклапанной при заводе приходилось помучиться. Но так как это немецкое качество, так как электрооборудование компании Norris, в общем-то, и эта проблема также решалась. Этот мотоцикл, в общем-то, вершина модельного ряда двухколесных мотоциклов компании НСУ 600. Была 500-ка, были 350 и 250 кубовые модели. В общем-то, в качестве трофеев их к нам попало достаточно много, но 600-ки всегда были редкие. И этот мотоцикл очень ценен, что ли, для нашей коллекции, потому что именно с этого мотоцикла и началась история мотомира. История двухколесного, счастья которого мы и вам тоже полной сторицей желаем. Друзья, обязательно приезжайте, пощупайте живую историю сами. Прокатитесь и получите просто море удовольствия.